Работать я начал 2 года назад, а зарабатывать я начал пару месяцев назад. Ко мне подкатывали девушки. Агентом с утра, вечером в доставке. Агенты по недвижимости для многих людей спорные личности. Достаточно много хейта иногда ловим. В один Если я день. буду работать в такси, выживем, точно хватит. Мне предлагали тройничок, допустим, с парнями, девушкой. Здоровенный квадратный ирокез, кажется, ну все, капец, татухи какие-то. Заказывал девушку клиенту тоже. Но он с подбитой ногой был. Я даже полицию вызывал. Такси на магнитиках, все. Я снимал, поехал, агентом поработал. К вечеру бах, магниты на машину и погнал. 2 месяца работал на мебели. Я еще потом вернулся в доставку. А я вообще автомеханик по образованию. Привет, друзья! Это канал «О жизни в эмиграции». Мы со своей семьей 15 лет уже живем в таком режиме. Прожили 8 лет в Азии, уже 4 года живем в Европе. Рассказываем все эти истории на этом канале, но также на этом канале мы рассказываем истории классных, интересных людей с крутыми историями, которые мы встречаем на своем пути. И сегодня у нас в гостях наш друг Илья, с которым мы познакомились уже здесь, в Польше. Он сюда давно переехал из Беларуси с супругой. У него непростой путь, тернистый. Он сегодня пришел к нам в гости со своей мотивирующей, доброй историей. Плюс сам по себе он очень добрый, открытый, искренний человек. Просто от него исходит какая-то положительная, добрая энергия, с ним просто приятно общаться. И у нас получился очень теплый, классный, душевный разговор. Я надеюсь, вам очень зайдет. Приятного просмотра. Ты когда переехал в Польшу? Сколько уже лет ты здесь? Переехали мы в 22 году, 15 февраля. То есть 4 года с копеечками, как мы тут находимся, безвыездно, постоянно здесь, во Вроцлаве, переехали сразу во Вроцлав, и здесь вот и живем уже 4 года. Почему Вроцлав? Вообще, почему Польша изначально? От чего отталкивались? Да, в Польше было проще с легализацией, скажем так. То есть сюда можно было выехать, была виза определенного типа, и мы могли спокойно здесь находиться как минимум год, и дальше можно было продолжить эту же визу, не выезжая из Польши. Даже такое было когда-то. И Вроцлав выбирал на самом деле, я больше выбирал. Татьяне пришлось смириться с моим выбором и, как сказать, довериться моему выбору. Выбирал из таких не супер крупных, в смысле, из крупных городов, отметая только Варшаву. Потому что я не хотел после 9 лет жизни в Минске, мне не очень хотелось снова в столицу. Хотелось немножко более размеренной вот этой вот зеленой жизни. Я выбирал в основном из Гданьска, Познани, Кракова, ну и Вроцлава. Такие города, которые как бы имеют в себе все функции большого классного города, но при этом не супер огромные. И Вроцлав я еще запомнил, когда-то мы ехали в 2016 году в Чехию на экскурсию. И это был последний город Польши, это было уже ночью, мы остановились на заправке ночью, вышли, и такие огни этого города, мне так запало это Вроцлав, что просто у него сразу был бонус, сразу была фора перед остальными городами. Ну, плюс мы в Гданьск ездили, посмотрели. Гданьск классный город, очень красивый, мне понравилось. Но очень сыро и ветрено. С Краковом я не помню, что там у меня не сложилось. По-моему, там что-то по качеству воздуха еще хуже, там считается. еще хуже, чем во Вроцлаве. Ну, плюс тут Германия, Чехия, все рядом. Бонусом оказалось горы рядом. Я до переезда во Вроцлав не знал, что тут так близко горы. Мы выехали за город, наверное, на 3-й день мы купили машину, поехали на автоплощадку. Купили машину, выехали за город просто проехаться по окрестностям, посмотреть, что тут происходит. Что это такое? Гора. Я бац в карту, 40 километров до ближайшей горы. Вот ты знаешь, на которую можно... Да. Подожди, а что значит мы приехали, купили машину? Это типа вы с деньгами приезжали? Такие, типа, собрали чемоданы денег из Беларуси? Да, собрали, да. Один чемодан был на вещи, второй на деньги. Ну, какие-то там небольшие деньги были, сбережения на то, чтобы какое-то первое время жить. Опять же, это были совсем небольшие деньги. Вот. Но на машину, тут машины, по крайней мере, недорого стоят. Мы первую машину купили за 3000 с копеечками долларов.
Так, я так понимаю, это самый дорогой, да, район? Да, улица Ксентия Витольда. Я тут тоже как-то квартиру продавал, но мы ее сдали в аренду. А вообще тут вот в этих домах есть консьерж-сервис, там надо аспиринчик там в 12 ночи или что-нибудь еще тебе там позвонил, через 10 минут возле дверей тук-тук-тук, пожалуйста, вот ваш аспирин. И метр квадратный до 8 тысяч евро может спокойно доходить. Даже больше, даже 30 тысяч злотых это вот нормально тут. Сейчас есть у тебя объекты здесь? Сдаем квартиру. И она. сколько здесь аренда вот в центре жить, прямо возле мостов? Там небольшая трешка, 6500 плюс оплаты злотых. Это сколько в евро? Ну, считай там. Ну, я плашечку сделаю. 6500 плюс... Да, плюс оплата. Без чинша Это 6500? без чинша, да. Сколько квадратов? 70 квадратов, 3 комнаты. Причем она небольшая квартира. Подожди, это просто для тех, кто рассказывает мне, что я дорого снял в Белянах за 5500 с чиншем. Это при том, что у нас большая, огромная квартира. И, ну, квартира классная, да, она за городом. У вас больше квартира? Не, у нас вообще по квартире у нас нет проблем. У нас проблема только, если нужно без машины добраться, Да, то там да. сложно Беляна. Но мы как бы понимали, на что шли. Мгм. Вот, это единственный минус. Ну, там я еще в видео про Вроцлав рассказывал про запах, но, если честно, я так тоже приукрасил, наверное, раза 3 за полгода мы слышали какой-то завод. Как тянуло оттуда? Ну, да, запах это 6500 без чинша. С чиншем это, короче, считай 7-8. 8, где-то 8, да. Потому что тут и чинши дорогие. Так, Илья, ты мне рассказывал, что ты тут поработал чуть ли не на всех работах в Польше, на которых только возможно. Ну, ты трошки преувеличиваешь. Нагнетаем. Да, ну надо, да, интерес нагнать. Ну да, мы переезжали сюда как бы без понятия, чем мы тут будем заниматься. Была цель переехать, необходимость, скажем так, но что тут делать? Ну, естественно, смотрел там видосы, и я понимал, что в целом без работы не останемся. Опять же, мы переезжали немножко в другую Польшу до 22-го. А откуда было такое понимание, что не останется? По видосам смотрел много разных ютубов, там, где люди работают элементарно в доставке, я понимал, что зарабатывают. Ну, то есть там, понятно, можно там в ютубе что хочешь наговорить. Ну да. Но я смотрел... Вот как я тут болтаю. Да, вот. Но в целом все равно многих людей смотрел и плюс-минус среднюю информацию тоже получал. Поэтому понятие было, что если что, без хлеба точно не останусь и буду потихоньку искать. Ну что, попробуем. Буду потихоньку искать, где можно работать. Ну, заработать. В Беларуси я продавал запчасти автомобильные. У меня было ИП, я продавал автозапчасти. Ну и в целом я не хочу сказать, что я прям этим планировал тут заниматься, но как бы в случае чего можно было бы, я так думал. Ну, это логично, да. Вот, но хотелось немножко поменять уже сферу деятельности. По приезду походил туда-сюда, посмотрел, встретил Яна, героя твоего предыдущего там какого-то из видео. Мы должны были выезжать в Гданьск, и у меня в машине сел аккумулятор, полностью умер. Но я поехал к Яну, он проверил мне машину, заказали мне аккумулятор. Вот. И я говорю, слушай, автосервис, там, я запчасти, все дела, ну как бы, а я вообще автомеханик по образованию. Правда? Да, я закончил Бобруйский автотранспортный колледж. Я автомеханик. Ну и я говорю, давай, может, попробуем. А он один тогда работал. Он говорит, ну, в целом, давай. Ну и все, я вышел по приезду с Гданьска, я просто вышел работать. Попробовал работать автомехаником по своей непосредственной профессии. Мне не понравилось. 2 месяца я поработал и решил, что сидеть под машиной, ну, прям не мое. От утра до вечера сидеть под машиной в мазуте. И просто ты жизнь не видишь вообще. У тебя начинается утро под машиной, заканчивается утро под машиной. И приехал как-то человек, который ездил в доставке, на которую я изначально подумывал. И вот как-то он мне показался таким свободным, таким прям вообще, я думаю... Ну, в плане передвижений, да, кардинально другая... Вот прям даже глаза у него как-то ярче были, чем у меня на тот момент, уже через 2 месяца работы с автомехаником. Ну и все, пошел я в доставку работать. Как
оказалось, благодаря своим профессиям Илья классный эксперт по городу Вроцлав. Они с супругой Татьяной любят пить кофе. Они любят выискивать необычные, классные, уютные, крутые места с кофе, с каким-то своим вайбом. И вот они нас привели в одно из таких мест в центре Вроцлава. Прямо вот реально вау. Я обожаю такие места. Мне почему-то напомнило, кстати, Азию. Во Вьетнаме тоже. Ну, в Азии вечером люди любят в таких кафешках рассиживаться. В Тае тоже видели. Что-то на Бали такое видели. И вот какой-то такой интересный вайб, когда маленькое кафе, рядом вот эти сидушечки, ты просто сидишь, пьешь кофе, смотришь на прохожих. Мы вообще любим кофе попить. А тут кафе находится в здании, вот это здание, 13 квадратных метров. В этом здании когда-то, оно там написано 1904-1905 года постройки. Тут раньше продавали рыбу, которую ловили вот тут же в Одре. Ну, сейчас я не знаю. Кстати, ловят. Я знаю людей, которые ловят, занимаются этим делом. Я не знаю, едят ли, но ловят точно. Кафешка, тут очень классный кофе. И самое главное, что тут классные владельцы этой кафешки. Хлопец, поляк, Чарек, и его девушка из Словакии, Катарина. Кат, она сказала, да. Кат. Эта вот кафешка хорошо показывает, насколько отношение поляков к тому, что их окружает. В хорошем смысле, однозначно, в хорошем смысле. Если поляки решили попить кавы, им до лампочки, что тут будет ходить трамвай. Я лично наблюдал за мамой с дочкой, которым захотелось поесть мороженого. И за их спиной прямо в метре экскаватор копал яму. И они спокойненько сидели в кафешке и ели мороженое. Ну вот прям у нас отличия вот в Беларуси такого не увидишь. Скажите, да? пожалуйста. Да. Я тут пью каву, тут трамваи какие-то ездят. И мы перенимаем эту культуру и вот спокойно сидим, пьем кофе, потому что нам комфортно, нам хорошо, солнышко светит. Лично для меня это место очень атмосферное, и мы с Настей вот всегда стараемся искать вот именно такие места, не просто кафе-кафе, но бывает просто классное место, где тебе советуют, ты приходишь, там классный напиток, ты туда идешь. Но здесь прикольно сидеть, ты смотришь на людей, сейчас классная погода, и даже вот эти старинные вроцлавские здания, вот эта же история, что вы рассказываете, что это же осколки, да, получается? Да, вот на здании можно видеть такие выщербины, это еще следы войны Второй мировой, когда прилетали осколки от взрывов на стену. И вы говорите, их специально не этот самый, да? Я не знаю, специально, не специально, ну их просто не заделают. И да, по городу много-много. И даже каменицы немецкие, которые еще штукатурены были, видимо, до войны. И прям на штукатурке эти выбоины, они по сей день видны. Прикольно. А также по их советам мы уже посетили немало всяких достопримечательностей, музеев. Нам, как только свежепереехавшим относительно, да, то это было очень кстати. Как это вообще работает? Вот если я хочу устроиться доставщиком, мне нужна это какая-то ассоциация доставщиков или это конкретная служба? Типа того, есть фирмы, которые дают тебе такую работу. То есть ты не можешь напрямую работать с Glovo, с Uber или еще с кем-то. Ты должен или ИП открыть, или устроиться на работу в такую вот фирму, которые берут там свой маленький, не процент, там определенная сумма. Вот. Ну и пошел я туда работать. Опять же, там хватило меня на 2 недели. Я понял, что это денег вообще не приносит. И к тому моменту начал полностью иссыхать наш запас. Подушка безопасности. Подушка безопасности сдулась практически до 0. У меня уже были такие панические немножко настроения, потому что реально не было понятно, за что жить. Те деньги, которые я привез, которые в Беларуси казались какими-то еще деньгами, здесь они просто улетели в 2 месяца там, в 0. Подожди, а давай подробнее по поводу работы доставщиком. Почему денег нет и не было? Ну, сейчас многие работают там, и очевидно, что там что-то зарабатывают. Что значит нет денег там? На тот момент я работал на машине в Uber и Bolt. В Uber и Bolt надо работать на велике. А еще не было электровеликов, еще не было да? Были, я решил, что я поработаю на машине, поезжу на машине и посмотрю. Я еще потом вернулся в доставку. Это еще будет в моей истории в Польше. Это был не последний раз в доставке. Короче, за счет того, что машина, расходы топлива не сходилось. Ты на машине стоишь в пробках, ты на машине платишь за топливо, за амортизацию и зарабатываешь там доставка. Одна доставка может стоить 8 злотых, а ты таких доставки делаешь на машине 2, максимум 3
в час. Мгм. Вот. В общем, там совсем все нехорошо по доходам получилось. И я же говорю, я помню, что уже реально последние какие-то деньги. Я арендую машину в такси. В первый день выезжаю работать. А тогда было просто. Ты тогда вот вообще вот настолько было просто, что можно было приехать приехать из-за границы и в этот же день уже рулить к вечеру в автомобиле, быть гордым таксистом. Ага, не на своей машине. Не на своей машине. Я взял машину с лицензией. На тот момент, опять же, можно было без лицензии, но я сделал себе бадания медицинские. Все как положено, в общем, сделал, но это было буквально за день. Это все сделано. И я поехал в первый вечер работать. Попал в ростовский полумарафон. В пробки страшные. Просто весь город перекрыт. Это бег марафона. Да. Я города не знаю вообще. Нужно объезжать какими-то путями. Карта меня ведет совсем не так, как я представляю себе. Короче, я на такой истерике приехал, но приехал и увидел кассу за этот вечер, потому что, естественно, курсы пошли, ну, в смысле, цена курса пошла, курс — это поездка в такси по-польски, пошла вверх, и я понял, что, ну, как бы жить можно. Я прям помню этот момент, что, типа, блин, выживем. Если я буду работать в такси, выживем, точно хватит. Ну, просто на прожить хватит точно. Вот. Ну и началась моя 3-летняя история в такси. По поводу такси. Какие забавные были моменты в такси? Если вы хотите историй своей жизни веселых, пойдите поработайте в такси полгодика. Вам точно хватит до конца жизни потом рассказывать. Тут я Диме уже немножко там, начинал. Давай. Я говорю, Про то, как ко мне подкатывали девушки. Про то, как мне предлагали тройничок, допустим, с парнями, девушкой. Я еду, он мне говорит, слушай, он мне там такие фотки показал. Я говорю, не-не-не, спасибо, я говорю, я вот, типа кольцо показываю. Он говорит, так это не проблема, там я справлен, сколько. А потом так, хоп, он сзади сидел, и так мне рука на ногу, так, хоп, затягивается. Прямо ты во время движения? Во время движения я офигел просто от такой наглости. Я руку откинул, говорю, так, споко, доезжаем, говорю, выходишь, я тебя довезу, говорю, ну ты выходишь и больше, чтобы я тебя не видел никогда в жизни. Короче, да, там в такси в целом, в основном, очень интересные истории. Такого негатива очень мало. Куча разных людей там со своими какими-то приколами. В общем, я вам говорю, если хочется вот каких-то ощущений таких новых и знакомств, пойдите в такси, полгодика. Класс. Итак, у нас уже потихонечку копится классная коллекция с крутыми историями об миграции. Вот эти видео, предлагаем вам еще их посмотреть. А также, если у вас есть классная история миграции или бизнеса в Польше, или, может быть, не только в Польше, и вы хотите и готовы ею поделиться, то можете написать мне, и мы расскажем вашу историю вот в таком формате. Мои контакты в описании. Первые деньги, ты понял, что на такси можно окей зарабатывать. Да. И? На такси можно окей зарабатывать при одном условии, очень важном, что ты будешь много ездить. Потому что, опять же, поездки стоят недорого. Я думаю, кто пользовался такси в Ростове, это в целом в Польше. Если это не вечером, не в час пик, там, не ночью, то поездки стоят недорого. И чтобы сделать какую-то кассу, надо ездить очень много. Ну, я 3 года ездил очень много. Первые 2 года в такси, я работал только в такси. 2 года. Но это было лучше, как ты говоришь, чем лежать под машиной. Однозначно. Да? Для меня свобода, для меня то, что я вижу, как идет жизнь, что я вижу солнце, я общаюсь с людьми. Вообще для меня такси – это был глоток воздуха. Потому что я просто с каждым клиентом, вот кто ко мне не садился, особенно первые несколько месяцев, я разговаривал просто со всеми. Начинаешь там... Вот откуда эти таксисты, которые любят пообщаться. Да. Вот. И, я язык выучил так. Это круто. Блин, самый крутой способ выучить язык — это просто окунуться. Окей, сразу же, давай вернемся к тому потом. Продолжению. Вот, ты общался, учил язык. Проблемы с национальностью, что ты не поляк, были? Очень классный вопрос.
И у всех... Вот честно, я готовился к тому, что будут проблемы с пьяными, с какими-то... На тот момент, кстати, вообще вопросов по национальностям не было. Это чуть позже началась эта волна. Слава богу, вот сколько времени я отъездил, у меня проблем не было как таковых. Один раз был случай в самом начале моей таксистской карьеры с очень пьяным поляком, который там что-то там спрашивал у меня, и мы даже вокруг машины бегали. Но он с подбитой ногой был. Я даже полицию вызывал. Вот это вот один единственный случай. Это было светлое время суток, это было прям днем. Полиция так и не приехала. Но это было на почве национальности именно? Это было скорее всего на почве национальности, потому что вы тут приехали, сколько денег с меня возьмешь, что ты мне дверь не мог открыть в машине. Вот. Действительно. Да. И ты сейчас с меня возьмешь 300 злотых. Ну и, в общем, пришлось остановиться. И дальше мы не поехали. 40 минут походили вокруг машины. Потом за ним приехала жена раньше, чем полиция приехала. И увезла его домой. Я позвонил в полицию, сказал: можете не приезжать, меня уже убили. До свидания. Класс. Вот. И в целом больше вопросов не было. Я возил фанатов футбольных. Я возил каких-то байкеров с ирокезами. Со всеми по-польски подъезжаешь, да? Смотришь, думаешь: господи. Баллончик лежал сразу вот у меня рядышком. Я уже баллончик себе под ногу. Как правило, чем страшнее человек выглядит, вот ты подъезжаешь, прям такое, не пугало, но прям вот здоровенный квадратный ирокез, кажется, все, капец, татухи какие-то. Садится милейший человек, адекватный, эрудированный, можно поговорить. Подписчик наш, что ли? Мы ж не видим, возможно, да. Шутка, да. И за все время самое важное, как ты начинаешь с человеком общаться. С улыбочкой, с позитивом. День добрый, запрашиваем. Какой-то смолток. Все, никогда никаких вопросов не было. Короче, ты первый делаешь, сам излучаешь добро, задаешь позитив, атмосферку. Может быть, это ошибка выжившего, я не знаю. Но это мой конкретный случай. Я 3 года отъездил в такси. Я ездил по ночам, я ездил до утра, я ездил во всякие праздники и возил всех. Никаких проблем нет. Если честно, мне кажется, если опросить всех людей, кто работал в Польше в такси, половина будет вот таких, как у тебя, истории, половина будет, конечно же, что там вот это. Мы как только сюда приехали, тоже сели, такси с первым делом из аэропорта. Прикинь, вот в аэропорту мы садимся в такси, и первым делом он начинает нам рассказывать, какая тут жесть, как тут все плохо. Не знаю, мы тоже за вот сколько... с переезда 2 уже года и пару каких-то неадекватных хейтов глупых в онлайн. И то там, знаешь, то есть в офлайн жизни вообще супер все круто, мило. Именно так, да. Вот в онлайне этого много, а как бы в жизни это вообще не встречается. Пойди еще разберись, что все, что реальное в онлайне, а что нереальное, потому что мы же знаем, как работают, это работает. Да. Ale tam chłopaki 18 i 19 lat. Muszę się wyprowadzić z obecnego mieszkania. Забегая вперед, ты как вообще оказался в риэлторстве, как в недвижимости? Вообще, да, такая история, что в определенный момент я понял, что нужно что-то вот серьезно уже, чем буду заниматься. Вообще так, даже в Беларуси занимался запчастями, потому что хотел себе там машину хорошую. И тут я подумал: хочу квартиру, куда пойти? Куда пойти? В недвижимость. Разобраться все изнутри, это, кухню знаешь, выучить. Это такая полушутка, потому что на самом деле такие мысли, как один из пунктов, вот галочка, да, за недвижимость, это было вот в том числе и это, что вполне возможно, что мне это пригодится, тоже хочется надеяться, если честно, что это мне пригодится для покупки собственной квартиры, в том смысле, потому что в любом случае мне это пригодится однозначно. Ну да. Второе, мне хотелось заниматься чем-то позитивным, знаешь, вот условно, можно продавать гробы, да, и бизнес будет идти нормально, особенно. Ну да. Много всего позитивного, но именно недвижимость. Да, а тут результатом твоей работы прям, такое важное в жизни каждого человека событие, покупка недвижимости или даже аренда. Люди там будут или несколько лет жить, а покупка прям это вообще для некоторых, это первая, для многих, так скажем, это первая покупка собственной недвижимости в жизни. И прям вот ты в таком событии участвуешь. Ну да. Тут очень важно, чтобы человек даже при аренде, мы еще пока не покупали здесь недвижимость, но вот даже при аренде важно, чтобы человек, который тебя ведет, был
Ну, чтобы с ним было приятно иметь дело просто вот в личку. На вот как одной волне, да, вот как у нас с нашей подругой Настей в Варшаве сложились прям отношения, семьями дружим, так же и с тобой просто уже, ну, уже и на кофе выбираемся, просто дружишь, потому что это именно про вот этот человеческий момент, который очень важен. Я не знаю, как кому, напишите, может, вам это не важно, может быть, так. Это вот там в том уголке квартиру сдали. А, да. О, это для богачей, райончик для богачей. Ну да, тут 8 тысяч. 8 тысяч аренду. Ну, Кто там нам говорил, что у нас дорогая? Мы просто эти, как бы почти бомжи из-под моста. Но тут же видно Одру. Не, я же не критикую цену. Тут, ну, понятно, что это центр центров. И Вот по-честному, Дима, подсними, пожалуйста, Одру. Это как так, выглядит? это так красиво. Красиво. Ну вот как вот тебе красиво, Одра? Ну, подожди, она не поднимается, уровень? Ну, когда паводки поднимаются, а так нет, это вот ее нормальный уровень. Не, ну красиво, но мне кажется, просто локализация сама, центр, просто центровые вот центра, город, рынок, ну, конечно. А в целом это сложно. Одра, вот, допустим, у меня не вызывает сильно большого восхищения сама река Одра, так, по-честному. Типа, чтобы за это доплачивать какой-то бонус. Ну, я думаю, что это просто, ну, не знаю. Видишь, я уже, я такой аккуратный стал в этом ютубе, боюсь что-то Скажи, ну, сразу какашки полетели. Ну, да, я не вижу какого-то дикого восторга, у меня нету, что это прям. Но я понимаю, за что здесь эти деньги. То есть рынок, он же сам себя регулирует. Хотя понятно, что цены очень странные в целом, но... Это то, в чем мы живем. Ну, реалии, да. Как бы рынки называют живым организмом. В плане вот эти инвестиционные рынки, недвижимости, они же сами как-то спрос, цена, спрос, предложение, она же там саморегулирующаяся какая-то система. Понятно, что на это могут влиять, но просто кому вообще, кто заинтересован в низкой цене? То есть только потребитель. А потребитель, по сути, никак не может влиять, если тебе нужно где-то жить, ты просто снимаешь и живешь. Вот и все. Я переключился, ты рассказывал, что приходится много работать, ты просто много работал, это был глоток воздуха. Дальше что? Дальше я где-то изначально в целом, когда я шел в такси, я понимал, что это не работа, о которой я мечтал всю жизнь, но это работа, которая мне даст сейчас возможность здесь пожить, выучить язык, а дальше нужно что-то думать. Ну и начал я дальше думать. Думал, может пойти где-то что-то вот прям руками поделать. Ну, у меня в целом есть такая тяга, мне нравится что-то делать руками, я там дома мастерил какие-то вещи, там кухню из дерева делал, ну, такие штуки. Вот. И пошел попробовать, просто листал Telegram, как-то приглашаю, кого, если есть желание, попробовать на кондиционерах себя. Ну вот сходил, поработал 1 день на кондиционерах, на стройке. Ну, это чистая стройка. Мы поехали прям в саму стройку, там надо рабочие там ботинки, специальная каска. Прям настройка кондиционера. Пылюга, да, вот эти все дела. 1 день я поработал, с этим человеком мы по сей день общаемся, и там, если кому-то надо из клиентов кондиционер, то я вот рекомендую человека, ну, как бы, опять же, я просто сходил, попробовал, понял, не мое, не нравится. Ну, да. В один прекрасный момент здесь в Польше начали требовать для работы в такси польские права. Проблем поменять права вообще нету. Тут не надо ни экзамен сдавать, белорусские права. Была одна загвоздка, у меня не было децизии. Это решение по карте побыта. Мне она не пришла на руки, на почту мне она не пришла. И из-за этого мне не могли поменять права. В связи с тем, что я подал документы на то, чтобы мне эту децизию сделали, и 11 месяцев ждал. И к тому времени уже пришла дата, когда в такси нельзя работать было без прав. И мне пришлось снова уйти в доставку.
Но до того я понимал, к чему идет, и я начал искать, до того, как у меня вот закончились эти сроки, когда я в такси не смогу работать, я начал искать снова активно работу и пошел на мебель поработать к людям. Тоже к белорусам сходил, 2 месяца я работал в мебели, я как-то у меня 2 месяца, вот 2 недели или 2 месяца. Вот, 2 месяца работал на мебели. В целом мне работа нравилась, прикольно, мне нравится. Приезжаешь, тут разруха такая, потом доски какие-то занес, бах-бах-бах, сложили красиво. То есть это было прям производство мебели? У людей там не то чтобы какое-то свои там огромные станки стоят, что такое. Ну, есть определенные станки, но так заказываются, да, распилы, есть дизайнер мебели, распил заказывается, привозится, собирается. Прямо вот из сырья готовую мебель? Да. Ага. Там шкафы встроенные, всякое такое. Вот. 2 месяца работал, и пришлось уйти по одной простой причине, что просто не хватало финансов. Слабая зарплата была. Слабая зарплата. И работать... Хуже, чем в такси намного, да? Да, хуже. В чем прикол такси? Ты чем больше там вкалываешь, тем больше ты зарабатываешь. Вот надо тебе сегодня больше. Ты просто садишься и там 16 часов рулишь. И зарабатываешь. Сам регулируешь, типа, да? Да. Там как бы нельзя больше 12 часов. Но 12 часов на одном приложении, а следующие 12 часов можешь работать на втором приложении. И у тебя 24 часа закрываются. А спать уже не обязательно? Спать уже тогда не успеваешь, да. Давай. Заказывал девушку клиенту тоже. Он вообще почти незрячий был, и ему срочно надо было. Вот думать, как можно это сделать. Вот у вас телефон, да, и надо найти. Ну да. Это просто капец. Он мне там подсказки какие-то сделал. Я реально нашел, пошел, мне хороший денег платил. Да и дело такое, как бы, это ж ничего плохого человек не хочет, ну ё-моё. То есть ты... Нам... В смысле, так подожди, а как технически? Он тебе позвонил и сказал, привези мне девушку? Нет, он прям подошел. Я стоял на парковке. Ага. Он подошел, сел, говорит, пан вольный? Я говорю, да. Ну и все. И говорит, так и так. Капец, как надо, помоги. А он в телефон смотрит вот так вот, он ничего не видит. И ты ему в телефоне помогал? Да, прям. Заказывать? Оказывается, так просто. И этого столько. Так ты узнал, короче, секреты. Кстати, здесь это легально, абсолютно. И даже налоги платить не надо. Я видел этого бухгалтера одного в инсте, он там прикалывался, я думал, что за прикол, типа я завел страничку для каких-то там этих самых услуг, да, и поэтому, типа, ну, это повод, чтобы не платить налоги. Вау, прикольно. Так что, Дима... Лайфхак. Лайфхак, да. Лайфхак. Кто не хочет платить налоги, пожалуйста, оформляемся, я не знаю, на какой сайт, это вон Келия, пишите, он расскажет. Я объясню, да. Специалист. Вспомнить свои первые дни, получится, вот первые эмоции. Вы приехали, ты до этого был в Польше много раз или не был? Я был когда-то в Белосток, как многие белорусы, ездили мы на закупы. Я ездил на закупы. И в целом у меня не было какого-то впечатления сложенного о Польше, потому что на закупы мы ездили до рынка, до магазинов каких-то и домой. И даже тот Белосток, в который мы ездили, я в центр, наверное, ни разу не выезжал. То есть понятия не имел, что такое Польша. То есть это был по-настоящему первый раз в Польше, и это была вот именно Польша, которая уже западная такая. Да. Кстати, вот и как первые дни, что? Опять же, чуть-чуть к предыдущей теме вернусь. Западная Польша, она хотелось не восточную Польшу, а западную, чтобы немножко было отличие от Беларуси. Да. Ехали, и все было похоже на Беларусь, только под конец дороги, когда мы подъезжали к Вроцлаву, уже стали вот костелы отличаться, такие вообще вот сельские дома немножко по-другому выглядеть. И по приезду откровенно говорю, как есть, после белорусской стерильности, особенно Минска, вот, по крайней мере, этих центральных всех улиц, мы были немножко так в шоке. Это был февраль, опять же, самый некрасивый, наверное, месяц. Сейчас, если бы в такое время, как сейчас, как и было запланировано изначально, что мы весной бы приехали, абсолютно уверен, было бы другое впечатление. Вот, но граффити на стенах, там какие-то неухоженные старые каменицы. Вот не граффити, а, кстати, меня часто поправляют, потому что граффити есть крутые. Красивые, Я вот все время забывал это тоже говорить в видео разных, где
какие-то свои мысли высказывал, что именно каракули, вот как и Варшава, все тоже, вот это прям бросается в глаза. После Беларуси, это, ну, их там нет вообще, то есть там наоборот крайность, что там типа карандашиком, простым карандашом. И с утра с валиками бригада уже. Да, а здесь, получается, вот эта мазня, она висит, да. Будем. Давай. Ваше здоровье. Уже остывает, да, эти уже свеженько. Смотри, это называется заварить в нефть. Прикол пуэра, пуэра, Да. что он даже если сильно крепкий, он не терпкий. Мне нравится. Да, из него невозможно сделать чефир. Вот из него получается нефть. Он такой получается супер перенасыщенный, тягучий. Вкус насыщенный, да, но не супер терпкий, не горький. Да. Потом мы поехали на нашу первую квартиру. Она была 22 квадратных метра. И да, на видео как бы это все смотрелось более как-то объемно. Нужно было снимать на ультра широкий объектив, да, чтобы это... Да, а там оказалось, ну так, утрируя, что с дивана можно там суп мешать на плите. Ну, немножко утрируя, но не сильно утрируя. Вот, это была такая, называется, трипаки, тут двупаки, трипаки, это я уже в теме, поэтому я знаю, как это происходит, когда покупается квартира, дробится на несколько между соседними квартирами стенкой из гипсокартона, и ты соседей хорошо слышишь, можно приветы передавать друг другу. В общем, первый день по приезду было тяжело, наступило некое разочарование. Типа, зачем мы это сделали? Да, но я по такой минской привычке говорю, фигня, сейчас снимем другое, тут так делать нельзя. Тут, если ты подписываешь договор на год, ты должен год жить. И я такой, ща разрулим, снимем другую квартиру, все будет окей. Немножко так успокоились. Вот. Но оказалось, что нам пришлось дожить все-таки этот год. Но тут еще и другое. Там 22 февраля случилось, и арендовать что-то другое в целом не было никакой возможности, потому что арендовано было все, что можно было арендовать. Да, и вот, наверное, с этого момента и полезли цены жутко вверх, да? Да. Первая квартира, я как сейчас помню, мы ее арендовали за 1650 злотых со всеми оплатами. То есть сейчас таких цен... В смысле, с чиншем? С чиншем, со всеми... Да, она была маленькая, она была новая. Ну, понятно. Она была там сделана не то чтобы со вкусом, но такой стиль Икеа. Нормальный стиль, в котором можно в целом жить. Вот. И цены были такие, да, 1650. Сейчас просто за эти деньги, я не знаю, ничего не снимешь. Тем более с оплатой. Опять же, работа в такси, ты с людьми постоянно общаешься. И как-то я вез Татьяну белорусскую, и мы разговорились, и она говорит, ну вот я агентом работаю. И мне так, опять же, вот как когда-то с Вроцлавом мне это что-то так на подкорочек зашло. Так То есть ты уже задумывался, и тебе так еще... Да. И я думаю, а не попробовать ли? Я просто сопоставил все то, что я умею делать, все то, что мне нравится делать. Я, допустим, не люблю сидеть постоянно на одном месте. И вот как раз-таки работа в недвижимости, ты там полдня сидишь за компом, вторые полдня погнал где-то на презентации, в банк там поехал. Ты постоянно меняешь местоположение. Мне всегда не нравилось ограничение по потолку зарплаты, допустим. Здесь как будто бы такого нет. Понятно, ты выше своей головы не прыгнешь, и там 10 клиентов одновременно вести не сможешь. Но в целом, то, что тебе не платится в месяц 5300 или 4200 ровно, и ты сколько что-то там не делай, ты не перешагнешь это здесь. Как будто бы все зависит от тебя, как поработаешь, как потопаешь, так полопаешь. Ну да. И я знаю, в 1,5 года это действовало наоборот мне в минус, потому что я ничего не зарабатывал, в определенное там большое время вообще ничего не зарабатывал. Но в целом это мотивирует, и мне комфортнее работать, вот когда именно такие условия. Каждое агентство, в котором, если ты идешь на работу агентом, тебя изначально учат. Нельзя прийти сразу работать агентом, даже если ты где-то уже работал агентом, агентство будет тебя под свои методы работы как бы обучать. Вот. Но уже как бы не сырой полностью, а с каким-то понятием, какие есть договора, базовые, там вообще как что выглядит. Это будет второй небоскреб во Вроцлаве, технический небоскреб, потому что там по высоте, я уже не помню, сколько там по метрам, но он почти в 2 раза ниже будет Скайтауэра Вроцлавского. И там, кстати, можно купить квартирку, и цены, надо сказать, достаточно демократичные относительно вот локации, относительно этого здания.
В смысле, на стадии строительства? Ну вот по-моему, сейчас, да, на этой стадии. Сколько квадратный метр? Слушай, там можно от 700 тысяч злотых купить квартиру маленькую. Я не скажу тебе за квадрат, не помню сейчас. Но 700 тысяч в таком здании, ну, на сегодняшний день, как бы, нормально. Да, исходя из рынка. Исходя из рынка, да. Ну и там, конечно, полный фарш. Там спортзалы. Там, в плане обслуживания, да, консьержа, вот это там вся все история. будет на высшем уровне. И будут стараться... Дело в том, что в Sky Tower есть проблема. Плохо обслуживается здание, и кто знает, тот знает. Там много... Короче, к фирме, которая обслуживает Sky Tower, много претензий. Здесь они, конечно, будут стараться так, чтобы и здание было не пустое, и чтобы все работало вот четко, хорошо. Напишите в комментариях, хотели бы ли вы в этом здании купить квартирку за 700 тысяч? Как вам цены на маленькие? Я думаю, это будут студии. Это будет, да, маленькая квартира, там порядка 30, наверное, квадратных метров. Ждем ваше мнение с нетерпением, ждем в комментариях. Можно за 4 миллиона, без проблем. Тоже можем организовать. Надо брать, пацаны, девчонки. Пацаны, девчонки, надо брать. Мы с Ильей уже объехали немало объектов недвижимости. Я сделал уже несколько видео с обзорами. Сейчас лично наш поиск жилья немножечко на паузе по причинам наших личных каких-то неувязок с финансами, с кредитами, с документами. Но кому нужно, эти видео оказались полезными, потому что немало людей пришло от нас к Илье и вместе с ним нашли себе недвижку. Просто рекомендация от сердца. Можете не пользоваться. И, кстати, у Ильи для наших подписчиков скидка на услуги по промокоду «Приют». Не забывайте. Агенты по недвижимости тоже для многих людей спорные личности, да? Для меня это было, кстати, открытием. Я не знал, что такое... Достаточно много хейта иногда ловим. Да. Я не знал, что это так. Вот честно, пока не стал работать агентом. Хотя в Минске я сам попадался на таких агентов в кавычках, да, которые тупо на бабки разводили, особенно вот при аренде каких-то студентов, там милое дело. Вот. Но у меня такого впечатления не сложилось этой профессии. Что на него много, что много люди, хейта, да? Да, что люди, оказывается, воспринимают эту работу как-то не совсем хорошо. Вот. Но я скажу так, что работать я начал 2 года назад, а зарабатывать я начал пару месяцев назад, наверное. Я в такси, почему 3 года, вот если сложить всю математику, то 3 года в такси и 2 года в агенции, да, а тут я в целом 4 года нахожусь. Ну да. Вот. То есть ты параллельно все да, это Да. И в такси еще перерыв был по работе, потому что у меня же в какой-то момент закончилась вот эта вот лафа, когда я могу работать. Да. И я работал в доставке с желтым чемоданом и агентом. Агентом с утра, вечером в доставке. Клиенты даже видели, это трошки было так позорно, если честно, типа, что это за агент такой, что я тебе свою квартиру доверяю купить, а вечером тебя с чемоданом вижу. Ну, блин, ну как есть, так есть. Поэтому я еще, наверное, с месяцев 6 ходил с рюкзаком, пока снова не смог ездить в такси и снова совмещал работу в такси и работу в агентстве. Потому что путь агента, я к этому в целом был готов. Единственное, что я не был готов к тому, что это так долго. Я думал, через годик я уже начну зарабатывать какие-то деньги. Но вот пока не наработаешь клиентскую базу, какой-то опыт, это прям долгий путь, достаточно тяжело. Интересно. И многие бросают. Вот опять же, почему именно в нашем белорусско-украинском в основном комьюнити агентов в основном женщины работают. Почему? Не задумывался? Вот я задал этот вопрос сразу, когда на курсы пошел. Потому что такой тоже делаю вывод я, потому что мужики в основном зарабатывают, а женщинам можно как бы немножко повыбирать работы, и время вот это вот, пока вольются, пока войдут в профессию, это позволяет. Так, логично, типа те женщины, у которых есть партнеры, мужья, которые содержат. Которые могут, да. Есть время на раскачку, вот на вот это, чтобы как-то попробовать себя. Ну да, логично. Вот. И поэтому так мало парней у нас в профессии в нашем комьюнити. В польском намного больше. Сейчас, кстати, отучился уже на лицензию. Вот почему это видео задержали, мы давно начали снимать. Да. А что это, расскажи, я так и не понял. Лицензия в Польше не обязательна для работы агентом по недвижимости. Но в целом было бы окей, как будто бы. И между коллегами больше уважения, и для клиента сказать, я агент с лицензией, я буду прям в реестре. Я экзамен сдал, сейчас жду ответ из Польской Федерации рынка нерухомости.
мне придет письмо, и я прям в реестре буду, можно будет зайти в государственный реестр, моя фамилия, номер моей лицензии будет там вписан. Получается, как? Вот эти 2 года ты... Как ты вообще мотивацию держал? Как ты понимал, почему ты не опускал руки, почему не уходил в другое направление, если денег не было? Вот это самый первый вопрос, мне интересно. Коллеги держали. Я видел результаты у людей, которые прям вперлись и долбили в одну точку, и начало получаться. Коллега, конкретно есть человек, вот, на которую равнялся, и прям ее пример мне вот помогал. То есть важно иметь людей, которые вот показывают тебе, что это все реально. Что это, да, не на пустое, что будет результат. Если будешь делать, то будет результат. Вот. У ее немножко ситуация другая была. Она могла полностью себя посвятить работе и быстрее немножко прошла этот период. Так как у меня мне нужно было с утра тут, вечером там, то я не мог столько времени уделять своей работе агентам. И немножко этот путь удлинился из-за этого. Но в целом, так как я представлял, так оно и получилось. Если бить в одну эту точку, то приходишь к какому-то результату. Не скажу, что я там сейчас супер какой-то мега-агент, и ты видишь, машина моя и все остальное. Я только потихоньку начинаю зарабатывать какие-то деньги. У меня вот буквально несколько месяцев, как я могу не работать вечером в такси. Потому что жизнь... В целом, все знают, кто живет тут, что жизнь дорогая, денег надо зарабатывать достаточно много. Ты почувствовал, что вот стабильность есть, уже есть, вот можно немножко выдохнуть. Да. Что я вот могу с тобой сейчас посидеть, чай попить и поснимать, потому что если бы мы с тобой полгода назад, вот даже когда мы тебя перевозили во Вроцлав, летом, я тогда снимал магнитик, у меня такси на магнитиках все, я снимал, поехал агентом поработал, к вечеру бах, магниты на машину и погнал дальше работать и посидеть где-то там, пообщаться. Мне люди говорят, давай там встретимся. А я не могу встретиться, потому что мне работать надо, потому что если я сегодня не поработаю, я знаю, сколько мне сегодня надо заработать. Да, это... Мне просто нечем будет оплатить. Блин, при всем этом, видишь, я сколько тебя знаю, мы сразу отметили, вот с Настей, помню, вот твой какой-то позитив и оптимизм, знаешь, вот даже вот по сути в жизни бы не подумал, что у тебя в тот период, когда мы знакомились, были какие-то сложности, что тебе нужно было прямо заселив там нас, бежать куда-то и одевать шашку и лететь таксовать. Ты мне как-то там вскользь где-то что-то так признавался, но это не выглядело, что это прям так сложно. Перед клиентами, я не знаю, мне было не очень удобно говорить, что я еще работаю где-то еще там таксистом. Я понимаю, да. Для имиджа, для какого-то... А в целом я оптимист по жизни. Конченый романтик. И тут прям очень классную роль вот в этом факторе играют соцсети. То, что люди приходят конкретно на тебя. Люди смотрят видео, смотрят, о чем ты думаешь, чем ты живешь. И приходит сразу уже готовенький человек, приходит на тебя. Это классно. И со многими клиентами мы чуть ли не там... не целуемся, как встречаемся, обнимаемся. Я даже наш пример привожу. Мы просто дружим сейчас, и уже сколько на кофе выбирались, и с женами, и просто к нам в гости приезжать. Кстати, ты же уже сколько-то там, не знаю, человек с наших подписчиков как раз-таки приходили. Почему вот видишь, что у нас замэтчилось, и люди, которые нас смотрят, которым мы как-то откликаемся, они к тебе тоже перетекаются. Абсолютно комфортные люди приходят сразу ко мне. То есть как будто бы мои. Вот как будто бы с моих круто, да. Круто. Кстати, если во Вроцлаве нужно жилье, вот лично нам Илья уже находил, и вот нашим подписчикам, не одних уже наших подписчиков, не знаю, человек 5 уже недвижимость купили. Там же скидочка у нас. Да. Если хотите скидку. Илья, кстати, начал вести свой YouTube. Очень круто у него получилось с первого видосика, поэтому я оставлю его ссылочку в описании, чтобы посмотреть еще на этот самый, там, посмотреть на энергетику, откликается вам человек, не откликается. Короче, все контакты, Инстаграм и Ютубчик оставлю, все в описании. И покупайте с ним недвижимость. Можете нам заодно взять тоже. Если бы ты сейчас встретил себя самого, вот 4-летней давности, когда ты только начинал, что бы ты себе сказал, или какой бы главный совет бы ты себе дал? Себе ли не знаю, но вот всем бы рекомендовал понять, чем вы будете заниматься после переезда. Вот это перед переездом. А в целом, держаться нормально. Иногда тяжело, и когда кажется, что тяжело,
надо понимать, что тебе еще не тяжело. Собрался и пошел дальше впахивать.